Nice to meet you. Hello. У нас на предыдущей неделе было 126, что сейчас происходит. 89. Очередной семинар. Борис Иванович рассказывает о своей методике. Если бы сейчас не было переводчика, то наши американские друзья подумали, что этот человек рассказывает о том, как захватить мир. Последняя неделя, последний день шаг. На выдохе нажимаешь давить на ноги, когда выдыхаешь. And when breathing out, press down onto your legs more. У вас тоже есть какой-то вопрос? Да. А кто вы? I am coach Russia. Окей. Thank you. Некоторые делают ошибки тем, что они заводят слишком вперед. A lot of people make the mistake of bringing the shoulders too far forward. Плечо должно быть или над штангой, The shoulder must be either directly above the bar или там 1 дюйм вперед. or 1 inch in front of the bar. Чуть-чуть сюда. Я вам еще раз напоминаю, I want to tell you one more time. что мы делаем вдох на прямых руках, We breathe in with the arms straight, после этого опускаем на грудь, lower the bar to the chest, выжимаем штангу, press the bar, и только тогда мы ее выдыхаем. and only then do we breathe out. Миша, если бы не было переводчика, то о чем бы подумали люди, слушая Бориса Ивановича сейчас? Сейчас, Вот именно сейчас. то он бы, это было бы сейчас, он бы говорил о том, что какие они сделали ошибки при попытке завоевания мира.
это упражнение очень хорошо помогает исправить ошибки, когда колени уходят за линию носков. This exercise helps to fix the error of knees going past the toes. Когда по плану приседания, они 4 подхода по 5 раз делают как разминка. Because of that, my athletes, before doing any squat workout, do 4 sets of 5 squats against the wall. Носки чуть-чуть раздвинь в сторону. Вот, правый носок. Давай. Не видно, что он не дышит. You can't see if you're breathing or not. Ты должен вставать спокойно встать. Потому что когда будет большой вес максимальный на соревновании, так дернешься, штанга может съехать назад, и ты не... When you're squatting with a lot of weight at a competition, the bar might slide down when it's going so fast. Okay, all right, great, thank you. Relax. Breathe. No, breathe. Breathe in and breathe out. Listen. Listen to that. Yeah. Everything is okay. You're so young. That's so fresh. You know. Yeah. Yes. Rest. Breathe. Yeah. I do it. You listen. Yeah. You listen. Nothing. Young, because young. Not so. Relax, relax, relax. 90. Yeah. 80. 90. 90. More. Relax. Okay, thank you all for coming. Все собираются домой. Вот Яша переодевается. Наконец-таки он оголил свои конечности, которые когда-то приседали Длинные ноги, и толкали большие веса. не особо большие, но... Эй! Поехал казак на чужбину далекую. Оставили, Ой, на верном своем коне вороном. Эй! оставили немножко русского духа здесь, да? Чуточку. Да не то, что чуточку пропитали этот зал. У них кондиционеры нормальные. Я думал, у них потом будут рождаться русские дети. О, Мария, Борис Иванович стоит в Америке. А прикинь, так приезжаешь за 10 тысяч километров в Америку. Там Шико. Да, там Шико стоит что-то со штативом, с рюкзаком. Вот это совпадение. Планы? Я могу
значит, даже сам не знаю, куда мы едем. Главное, что едем. Мы едем, если бы сказал Борис Иванович, мы едем кушать. А я говорю, что мы едем жрать. Это ты описал свое состояние, да? Свое желание. Я описал свою невоспитанность. Да. Воспитанность профессора. А я могу добавить, что если я говорю ягодичные мышцы, он говорит задница. И причем с таким удовольствием и со смаком. Или даже жопа. Ну вот и закончился. Очередной семинар. 3-й по счету. О. Слава богу, нормально все. Ну, подустал, конечно, устаешь. На ногах долго. Сереж, я тебя люблю. Мало скучаю очень. Как только я выберусь из всех моих запланированных дел, и сразу же приеду к вам. Буржуй. Попробовали сегодня завоевать мир, не получилось, надо подкрепиться, чтобы сделать это в следующий раз. Эй, эй! Напрасно казачка, жена молодая. Под вечер выходит на север смотреть. Это Newport, Rhode Island, какой-то яхт-клуб. Чуть побольше твоей трешки, да? Не намного. Не намного, да? И то хорошо. Эта машина называется гольф-машина. Мы едем на новенькой Приоре. Мы снова едем и туда. На новенькой Приоре. А Динамо бежит? Как-то неудобно. Картина называется «Мы съемся от фаната», который бежит за автографом. Или просто мы съебываемся. Стрежень на простор речной волны выплывает расписные. Золотую медаль на Олимпиаде в 1932 году. Ready anytime. Over. That's still gonna go drop this guy off and then trigger drop us off and get hit. Yeah. It's like we're supposed to be in that area up in New York City and stuff. We have a lot of people to run one of these boats. Миша, я снимаю твой 8-й выход из этого отеля. Не знаю даже, как удивить людей. Какими кадрами? Вот на эту прекрасную футболку.
нашего производства. Недорогое. И производство нашей фирмы Рудиариус. В принципе, достаточно, да, уже что-то новенькое. Сейчас мы едем в лабораторию Якову Ильичу. В лаборатории по производству хорошего настроения. Мы не будем. Сижу. Я 250. У одного из наших. Ну-ка. Так, что у меня здесь? А сейчас будем начинать. Так что люди сюда приходят, и они хотят проверить, что внутри травы. Потому что, смотря какие семечки были, смотря как они это использовали, сколько воды, как долго держали, в каком фазе это растение, результат будет другой. И вот пару примеров дам, то, что на днях у меня приятель сказал, то, что у него мама не может уже несколько лет спать, и большая с этим проблема. И спросил, если я могу траву ему достать, который с этим поможет. Но это вопрос не просто, как называется трава, а надо ему смотреть, если правильный молекул там внутри. И только с этим можно сказать, какой будет эффект. Так что, зная, какой должен быть молекул, мы ждали, чтобы правильно трава сюда пришла, чтобы мы узнали, что можем порекомендовать, ровно что. И из этого сделали, просил одного здесь, чтобы они сделали печенье, потому что она не хочет курить, боится. И чтобы она попробовала. Но чтобы там никакой эйфории от этого не было, чтобы никакого неприятного чувства, и то, что я не ожидал, чтобы не было. И вчера я его спросил, как это сработало, и он написал то, что первый раз она спала до 7 часов утра за последние несколько лет. И вот все время такие вот мелкие истории есть, то, что это трава, это лекарство, которое многие люди используют, но заодно есть такая стигма, то, что считают, это вещь плохая, не надо использовать. Я иногда курю каждый день, пару недель подряд, просто потому что когда домой прихожу, я не могу перестать думать про работу, и надо как-то отключиться. Это помогает не то, что я наркоман, но это помогает посмотреть телевизор и полностью вникать в историю, а не думать про работу, пока что-то там мелкает. Вот я же то же самое говорил Мише, что я говорю, когда я до 2 часов ночи сижу за компьютером, а тем более, что когда планы пишу и подсчитываю интенсивность, объем каждого, я ложусь, у меня вот вроде хочу заснуть, а цифры. И вот пока 100 грамм коньяка не выпью, я не могу расслабиться. Представляю, Борис Иванович такой. И дальше писать. Какое время, какой период длится вот это влияние, эффект, да? Это смотря как есть, потому что если именно съесть, тогда печень меняет молекул, и он длится где-то от 2 до 4 часов, иногда дольше. А если курить, тогда настоящий эффект длится где-то от 20 минут до 40 минут, а потом от этого какая-то усталость. И самый главный вопрос, это же все легально? Что именно? Производство, ваша деятельность. Так что мы ничего не производим. Люди сюда приносят, мы тестируем. Но деятельность ваша легальная? Штат говорит, что да, потому что этот штат решил то, что нам легально, и многие штаты, где-то больше половины штатов сказали то, что для медицинских причин это легально. Но федеральное государство еще говорит, что это нелегально, так что есть возможность то, что государство сюда войдет и скажет нам то, что мы делаем что-то нелегально, и все. Но культура и законы идут в эту сторону уже давно, и все понимают то, что будет продолжать идти в эту сторону. Просто надо это аккуратно делать, чтобы не могли продавать плохие продукты людям. И у нас мы этикетку даем, чтобы вставить на свой продукт. Когда люди это покупают, они могут через телефон QR-код использовать, баркод такой, который ведет на нашу страницу, и там есть калькулятор, где написано, какой вам молекул нужен и сколько его надо. И смотря на ровно этот продукт, который они купили, сколько его надо принимать, чтобы получить то, что надо. Так что дозировка реально возможно получить, как в любой другой медицине. И здесь еще даем количество соотношения, что много, чего мало, и проверяем, чтобы там не было ничего плохого. Например, как пестициды, тяжелые металлы, плесень,
психические вещи. Чтобы люди, особенно которые приходят, у которых есть СПИД или рак, у которых уже есть большие проблемы с иммунитетом, они не могут такие вещи курить, если там тяжелые металлы, чтобы им было нормально. Сатива – это то, что считают, помогает думать больше. И рудиалис – это только растет в России. Рудиариус. То, что твоя Рудиариус. Это трава. Это тоже трава. Когда ботаники пытались различить, какие разные типы есть, поняли то, что вот это тоже часть этой семьи, но не входит в эти две категории. Ты это сделал? Нет. Там просто написано имя человека, который что-то принес, и это... Надеюсь, что я живым вернусь в Москву. Этанол и метанол. Разбавляем, в центрифугу используем, чтобы все вышло и чтобы это было все в этих вещей. И там вот иголка, которая в эту неделю, в среду, должна открыться первый легальный магазин в Массачусетс для покупания марихуаны. То есть это хорошо для вас, да? Это хорошо для всех, да. На продажу. Этинол. Кстати, около Борис Иванович сказал, а если придут люди в черном, в масках, ограбят вас? То есть Борис Иванович думает как советский человек. Ему единственному пришла в голову мысль выхлопать эту контору. А вот вы сейчас видите, то, что это клиент, и вот куда он... но его не снимать. Обязательно. Я снял. Пошло, началось уже. Началось. Не, просто сядьте вот так, как будто на фотографии, знаешь, повыше туда. Куда повыше? Здесь вниз. Вот так. Не, в руки просто положите. Отлично. Да. Художественное получилось. Это просто кошмарный кошмар, блядь. Я хуй его знает где от родины, блядь, от своей кроватки родной, любимой, блядь, от подушечки, от тарелочки с вилочкой, блядь. Ёбаных, блядь, 22 тысячи, блядь, километров, блядь. Вот так вот, вот здесь. Я придумал, даже если захочу домой очень сильно, я просто пророю нору, блядь. Землю туда вниз и вылезу в Россию. 1000 от дома километров в другой стране, непонятно, что делаю. Хотел заняться бодибилдингом. Провожу семинары по пауэрлифтингу. Яша, мне то же самое, что и себе. От учебы, то, что близко к университету. И получил диплом. Нет, это мастер диплом. Мастер, так, дальше. И до этого есть бакалавр, bachelor, и это 4 года. Это у нас это сейчас так же. И все, будешь таблицу там. Не, ну хорошо, а говорят, доктор наук. Ну что доктор наук? Когда PhD, когда диссертацию сдают, тогда уже должно. Да. Но у нас нет, у нас доктор наук, это надо... Сколько там было? Такое. Вот такое. Поверь, мой друг, зайдет она, звезда пленительного счастья. Наши имена. Чуть-чуть забыл, да? Как говорил Рокфеллер, лучше дружба, основанная на бизнесе, чем бизнес, основанный на дружбе. У нас получилось, что вначале был разговор о бизнесе, получилось, что сейчас мы начали дружить. Поэтому в память о нашей дружбе, в память о нашем пребывании в Соединенных Штатах, Якову Ильичу
Хану. Вот это тут прекрасный памятный подарок. Да, как Бля, бы нет. страшно, какая футболка, бля. Вообще плохая аналитика. Че? Это? Да. Да. Ну еще может ремень. И ремень еще будет. Вот. Ну вот, смотрите, давайте вот 48-й. А что там на ней? Она пустая. XL. Нам не нужно 900, 2 по 200 и 500. Я суровый. Вот подожди, сейчас, подальше. Раша режиссера. Вот отсюда, смотрите. Вот. Это ученик Бондарчука. Вот у него только лицо у Яши видно должно быть. Здесь должен стоять я, но чтобы должно было видно. А вы смотрите прямо в камеру, молча. Вот так я устраиваюсь. Вот так, так, Вот так, все видно. Все уже оставляю. Извини, пугай, ладно. Touched. You say that I am too. So much of what you say is true. Московское время 17 часов 30 минут. Радио Маяк. Завтра утром рано мы вылетаем. Сейчас мы едем с нашим вот этим товарищем, с другом, зовут его Габи. Он тоже пауэрлифтер. Вот, Габи Джерал. Мы с ним едем, он нас везет на экскурсию на небольшую. Он нас везет в Бостон на какой-то кабак. А на хорошей машине везет или так себе? Ну, машина Infiniti. Infiniti обозначает бесконечность. Вот, поэтому бесконечно рады ехать на такой машине. Вот, и вот вы видите все сейчас на своих экранах, своих мониторов и телевизоров, как загнивает загнивающий запах. Я не знаю, что такое. Ну, надо взять. Надо взять.
Вот такой наборчик и сделал. Внутри лягушечку зеленую, дракончика, 2 лошадей. Дракон? Да. Дракон, блядь. Это вот Худьяров. Захир, это ты. Фиолетовый дракон. Вот этот Худьяров. Это вот Сарычев. Это Константинов. Это вот Беляев. Это я. Задохнулся можно, блин. Долго там не пробудешь. Надо полею подарить. Андрей Эдуардович. Для тебя. Это похоже на то, что это похоже или нет? Это похоже, это профитролька, блин. Шапка профитрольки. You got me thinking about your touch. You got me thinking about you way too much. Take all that you need. Take my feet right out from under me. You got me hanging on to every word. You got me hanging on. 'Cause baby, with you I can tell that I'm losing my mind. I like it, yeah, I like it. And baby, with you I can see that I'm losing control. And I want it, yeah, I want it. 'Cause you're my love child, you're my love child, you're my love child. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Говорить, а вам надо уже сказать чу. Я все забрал. Я выиграл. Ну, там должны быть все орлы, там были все орлы. Вот так как они были, так я их и взял. Челябинский бандит. Поэтому 1-1. Так я не понял. Были все орлы, и мои же орлы. Я говорил. Нет. Это нас кто будет Поехали просить. нам расскажет. А выигрывает, вот даже советский человек скажет, выиграет тот, если пало кверху орлом. Пало орлами. Поэтому Я говорил, орел, да все должен выиграть. Приветы. Добрый день. Приветы. Отдохнет немножко. жрать приехали. Остались алкаши. I haven't gotten you before. Nisha.